Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня возвращаемся к изучению того, как быть здоровыми очень простыми способами. Один из вопросов, который я тоже недавно получил, это как укрепить голеностоп. Упражнения, которые я покажу, они способствуют даже не только укреплению голеностопа, а достаточно интенсивно, я бы назвал слово терапия, насколько это можно назвать. Но то, что в простонародье называется шестой палец или шишки, вот эти вот, которые отложения солей на ноге, и благодаря этим упражнениям можно достаточно эффективно с ними бороться, то есть убирать их. Это раз. Второе, все, что касается плоскостопия, да, причем практически, наверное, любой степени. То есть и от начальной, и до финальной, независимо от возраста. Вот сейчас 2-3 упражнения, которые позволят забыть про такую штуку, как плоскостопие, при достаточно хорошей интенсивной работе над собой, с вашей стороны. Значит, первое упражнение в Белояре называют шутку «Марлезонский балет. Часть первая». Вот. Оно выполняется из основной стоечки, да, то есть ножки на ширине плеч с такой параллельно, коленочки подсогнули, опять таз подобрали, макушечку натянули, ручечки натянули, вот, и отодвинули одну ножку назад, как на лыжах, то есть сохраняя вот это расстояние на ширине плеч. Да? Вот. Далее, из этого положения вы, равномерно распределяя вес, начинаете перекидывать через носочек ту ножку, которую отодвинули назад. То есть движение вот такого вот плана. Вот. Чтобы было видно, я еще ножку отодвину. Самоконтроль очень простой, чтобы пяточка была вертикально вверх, и коленкой ноги, которую отодвинули назад, начинаем давить вперед-вниз. То есть не просто вниз, а вперед-вниз. Для чего? Для того, чтобы переднюю поверхность голеностопа вот здесь вы могли хорошо протянуть. Вот. Ощущения первые возникают как раз в фалангах большого пальца ноги. В тех суставах, которые закрепощены, которые не могут прогибаться и двигаться. И это помогает достаточно быстро вернуть подвижность суставам. Причем очень часто бывает, что при начале выполнения упражнений сводят ноги, стопы. Друзья, не пугайтесь. Это буквально 2-3 занятия над собой, и ноги перестают сводить. Вот. Соответственно, выполняем и на одну, и на вторую ножку. Следующий момент, связанный с плоскостопием, как было обещано, да, это ножки ставятся шире, шириной плеч, стопы опять параллельно строго. Вот. Соответственно, и движение очень простое. Коленками вы сжимаете колени друг к другу, становитесь на боковые поверхности стопы. И пальцы на ногах стопы растопыриваете в разные стороны. Следующее движение у вас будет, вы коленями, внимание на колени, толкаете в стороны, а пальцы на ногах поджимаете. У вас получается вот такое вот движение. Достаточно делать, желательно делать от 50 раз в день до 500, если у кого-то сильные патологические изменения в стопе, для того, чтобы слово плоскостопие через месяц забыть. Все, если будут какие-то вопросы, сколько раз вы делали, какие у вас результаты, пишите, буду рад видеть, слышать.